Всем привет, это серия про 320. Проблема у меня такая себе нарисовалась, что после того, как заработал EGR, стала включаться полностью турбина, но стал появляться при интенсивном разгоне свист, скрип или что-то такое. Я первым делом общупал турбину, но все вроде с турбиной нормально. Помыл двигатель, чтобы было чище, и начал искать, где пробивает. То начал предполагать, что проблема в коллекторе. Когда все опять я собрал, пробовал прогазовывать даже на холостом, ну не на холостом, стоя на месте без нагрузки, это проявлялось, и откуда-то здесь шел дым. Сейчас я опять снял все. В принципе, вот в этом углу уже видно, что вроде бы есть какая-то сажа, то есть где-то в районе первого цилиндра. Но сейчас я решил дождаться Марины, чтобы сейчас вставлю воздухомер, чтобы у него ошибки не показала. Она завела, погазовала, и я посмотрел сюда, потому что еще может быть и эта прокладка, и все что угодно. Может быть где-то в самой турбине. Этот, правда, вроде хорошо сидит, но фиг его знает. То есть лучше удостовериться, прежде чем все это разбирать. Не знаю, насколько было видно на заведенную, но все-таки я был прав, что здесь вот с переднего цилиндра идет пропуск выхлопных газов. Сейчас я вот смотрю, как это все лучше разобрать. В принципе, здесь болты все понятно на выпускном коллекторе. Если открутить здесь турбину, то коллектор снимется и не надо снимать турбину. Или же если не трогать эти три болта, то здесь надо откручивать смазку, впускную и выпускную трубу. Так что, может быть, есть смысл попробовать открутить здесь все. Хотя, конечно, доступ так себе. Но я пока что запасся только прокладкой под выпускной коллектор и нижнюю прокладку под смазку. То есть если сниму турбину, то надо будет дозаказать, но это ничего страшного. Сейчас попробую эти болты. Если пойдут, то тогда сниму коллектор, не трогая турбину. У меня замаячил такой очень скорый хэппи-энд, потому что я начал проверять гайки. Эти вот закручены, а эти нифига. Вон, крутятся. Вот что сейчас, если закрутить их и попробовать опять все заново. И оба на первом цилиндре были не закручены. Как и многое в этом еще моторе тоже было не закручено. Ну, не знаю, сейчас надо опять повесить впускную трубу, чтобы воздухомер был подключен. И, наверное, попробовать погазовать. Хватит ему этого или нет. Так, Марина погазовала, все нормально. Я сам сел, погазовал, все нормально. Наверное, ничего не остается, как собрать все назад и проехаться. Потому что похоже, что хэппи-энд. Так, всего лишь надо было подкрутить две гайки. Собрал воздушный тракт, и перед тем, как выгонять на проверку, хочу поменять покоцанную решетку. Она здесь где-то слезла, где-то болтается. Я вот с 500-го привез нормальную решетку. Сейчас всего тут 3 винтика снизу. Возьму и поменяю. Вот с Мариной выехали, сейчас дадим чуть-чуть газа. Все нормально. Нет никакого скрипа, свиста. Вот такую большую проблему решили подтягиванием всего лишь 2 гаек. Для пота всегда бы так. Я, готовясь к съему выпускного коллектора, вот притащил точильный круг такой. Это вот 5-литровка рядом с ним стоит, чтобы притереть его поверхность, плоскость сделать, но, слава богу, не понадобилось. Ну что ж, одной проблемы меньше. Вот так он выглядит с новой решеточкой. Ничего не покоцано, все красиво. Все, на этом история заканчивается. Всем спасибо за внимание, пока.